Время на исходе. От Ирана может ничего не остаться. Дональд Трамп озвучил очередные угрозы и требует заключения сделки. Сенатор Линдси Грэм заявил, что переговоры с Ираном зашли в тупик и предлагает Трампу усилить удары по их энергетической инфраструктуре. Два истребителя военно-морских сил Соединенных Штатов столкнулись и взорвались во время авиашоу Gunfighter Skies. Массированную атаку беспилотников по Москве и области прокомментировали в Киеве и в Кремле. Что стороны заявили друг другу? Танец с феритронами. В Польше прошел один из самых необычных, а для некоторых даже шокирующих религиозных обрядов. В Софии толпы поклонников встретили победительницу конкурса «Евровидение» певицу Дара. Но будет ли следующий конкурс проведен в Болгарии? А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил полным разгромом Ирана, если иранское руководство не начнет в ближайшее время предпринимать действия по заключению сделки с Вашингтоном. Глава Белого дома опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором отметил, что время для принятия решений заканчивается. Для Ирана часы тикают, и им лучше поторопиться. Быстро! Иначе от них ничего не останется. Время ограничено. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсудит варианты военных действий в Иране с командой по нацбезопасности. Об этом сообщил журналист Барак Равид в соцсети X. Ожидается, что во вторник Трамп проведет совещание в ситуационном центре со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Также журналист сообщил, что Трамп все еще рассчитывает на заключение сделки и надеется, что Иран пойдет на уступки. Трамп сказал мне, что он по-прежнему считает, что Иран хочет сделки, и что он ждет обновленного иранского предложения, которое, по его словам, должно быть лучше, чем последнее предложение, сделанное несколько дней назад. Он отказался назвать конкретный срок для переговоров с Ираном. Иранское агентство Фарс сообщило, что Штаты в ответ на иранское предложение по урегулированию выдвинули собственные условия из 5 пунктов. Отметим, что Фарс ассоциирован с иранским корпусом стражей исламской революции. По данным агентства, Вашингтон требует от Тегерана отказаться от каких-либо репараций и компенсаций со стороны Соединенных Штатов, вывести из Ирана и передать американской стороне 400 килограммов обогащенного урана, оставить в работе только один ядерный объект, отказаться от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов. При этом отмечается, что даже в случае принятия этих условий Тегераном угроза возобновления американских ударов сохранится. Напомним, что выдвинутые иранской стороной требования включают окончание войны на всех фронтах, особенно в Ливане, снятие антииранских санкций, разморозка иранских средств, компенсация ущерба от боевых действий, признание права Ирана на суверенитет над Ормузским проливом. При этом американское издание The New York Times со ссылкой на 2 ближневосточных чиновников сообщает, что Израиль и Штаты ведут интенсивные приготовления к возобновлению ударов по Ирану, стремясь достичь готовности к ним уже на следующей неделе. Один из вариантов операции включает высадку в Иране спецподразделений, которые осуществят извлечение ядерного материала, погребенного под обломками. Подобная сложная операция сопряжена с риском серьезных потерь, поскольку для создания периметра вокруг зоны проведения операции потребуется привлечение тысяч бойцов сил поддержки, которым, вероятно, придется вступить в бой с иранскими сухопутными войсками, сообщили изданию военные чиновники. Войска также могут быть использованы для захвата острова Харк, ключевого узла экспорта иранской нефти в Персидском заливе, добавили официальные лица. Еще один вариант включает проведение более интенсивных бомбардировок иранских военных объектов и элементов инфраструктуры, заявляют официальные лица Соединенных Штатов. В эфире программы Meet the Press на телеканале NBC News сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что переговорный процесс с Ираном зашел в тупик. Он призвал Дональда Трампа усилить военное давление и нанести новые удары вместо того, чтобы вести бесконечные, безрезультатные переговоры. Сенатор подчеркнул, что статус-кво, при котором сохраняются проблемы с судоходством и отсутствие соглашения, выгоден только Тегерану. Что касается вопроса, где мы сейчас находимся в ситуации с Ираном, я думаю, переговоры зашли в тупик. Вот что президент сказал всего несколько дней назад. Любой здравомыслящий человек заключил бы сделку, но, возможно, они просто сумасшедшие. По сути, Трамп хотел сказать так: «Мое терпение не бесконечно». Президент устал от постоянного переноса условий. Вы договариваетесь о сделке, а на следующий день они просыпаются так, будто этого разговора вообще не было. Что будет дальше, спросите вы. Еще раз повторю, думаю, мы зашли в тупик в переговорах.
Я бы посоветовал президенту рассмотреть возможность дальнейшего сокращения военного потенциала Ирана. Они уже серьезно ослаблены, но остаются цели, удары по которым могут ослабить их еще сильнее. Я также сохранил бы эмбарго, чтобы подорвать их экономику. И я бы дал понять иранцам, если вы продолжите терроризировать регион, Харк, этот остров, ваш источник доходов, тоже окажется под угрозой. Думаю, это был бы разумный следующий шаг. Невозможно стремиться к сделке больше, чем этого хочет другая сторона. Позвольте уточнить. Вы говорите, что переговоры зашли в тупик. То есть вы считаете, сенатор, что президенту Трампу пора возобновить военные действия против Ирана? Думаю, невозможно получить внятный ответ от Ирана, потому что они сами не могут действовать последовательно. Сейчас они дезорганизованы, они сильно ослаблены, они соглашаются на что-то, а на следующий день отказываются от своих слов. Президент Трамп очень раздражен. Что делать дальше? Думаю, добиться сделки с нынешним режимом будет очень сложно. Есть ли хоть какие-то признаки того, что они изменились? Я вчера разговаривал с директором разведки. Есть ли доказательства того, что люди у власти сейчас менее привержены уничтожению Израиля, борьбе с нами, великим сатаной, и идее очищения ислама? Думаю, ответ нет. Поэтому нужно ослабить их еще сильнее, и, возможно, позже вы получите сделку. Но с этими людьми вы не добьетесь соглашения, пока не нанесете им еще больший ущерб. То есть вы фактически поддерживаете дальнейшие военные действия. Как вы думаете, это может произойти через дни, недели, месяцы? Думаю, нынешний статус-кво вредит всем нам. Чем дольше пролив остается закрытым, и чем дольше мы пытаемся добиться сделки, которой так и не будет, тем сильнее становится Иран. По моему анализу, нет ничего, что указывало бы на изменение целей нынешнего режима. Терроризировать мир, уничтожить Израиль и атаковать нас. Что делать дальше? Ослаблять их еще сильнее. То, что сделал президент Трамп в военном плане, было впечатляющим, но остаются новые цели и новые способы нанести удар. Энергетическая инфраструктура — их ахиллесова пята. Если возвращаться к военным действиям, я бы поставил энергетику на первое место. То есть вы призываете к ударам по энергетической инфраструктуре? Да, я призываю нанести ущерб этому режиму. Если делать одно и то же, результат будет тем же самым. Нужно причинить им больший ущерб. Возможно, тогда они согласятся на сделку, но сейчас, как мне кажется, они просто пытаются нас переждать. Они играют в игры, и, как сказал президент, думаю, они просто безумны. И я считаю, что он прав. Два истребителя военно-морских сил Соединенных Штатов столкнулись и взорвались в воздухе во время авиашоу Gunfighter Skies на авиабазе Mountain Home в Айдахо. После удара обе машины мгновенно загорелись и начали рассыпаться на части прямо в воздухе. Очевидцы и местные СМИ сообщают, что видели в небе 4 раскрывшихся парашюта. Пилоты обоих бортов успели катапультироваться до того, как обломки рухнули на землю. На видео с места происшествия видно, как они спускаются на парашютах. На месте происшествия работают экстренные службы. Причины столкновения выясняются. Американское издание Axios сообщило о секретных разведданных, согласно которым Куба приобрела более 300 ударных беспилотников и обсуждает возможные сценарии их применения. По информации источников, речь идет о потенциальных атаках на американскую базу в бухте Гуантанамо, корабли Соединенных Штатов и даже город Ки-Уэст, расположенный примерно в 145 километрах от Гаваны. Дополнительным фактором тревоги в Вашингтоне называют присутствие на острове иранских военных советников. Напомним, что директор Центрального разведывательного управления Джон Рэдклифф посетил Кубу 14 мая и предупредил местные власти о недопустимости любых военных действий против Штатов. По данным Axios, представленные разведывательные материалы могут быть использованы администрацией Белого дома как аргумент для более жестких мер в отношении Кубы. Одновременно, американская разведывательная авиация резко увеличила активность у кубинского побережья. Аналогичные действия ранее фиксировались перед операциями Штатов против Венесуэлы и Ирана. Мощное землетрясение магнитудой 5,2 произошло ночью на юге Китая, в районе города Лючжоу. Подземные толчки вызвали обрушение как минимум 9 жилых домов, а жители нескольких городов в панике выбегали на улицы среди ночи. Эпицентр находился на глубине всего 8 километров, из-за чего удар стихии ощущался особенно сильно. По данным спасателей, из-под завалов уже удалось достать 2 человек, однако поисковые операции продолжаются. В поселках рядом с эпицентром разрушены самодельные придорожные дома, а на многих зданиях появились глубокие трещины. После землетрясения власти Китая ввели режим чрезвычайной ситуации и срочно направили в пострадавший район сотни спасателей, пожарных и кинологов с поисковыми собаками. В операции задействованы десятки единиц техники, включая пожарные машины и специальные спасательные подразделения. Спасатели продолжают разбирать завалы, опасаясь, что под обломками могут оставаться люди. Удары по Москве и области — это четкий сигнал оккупантам, что не стоит связываться с Украиной и идти несправедливой захватнической войной против украинского народа.
Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский. Напомним, в ночь на 17 мая Россия пережила одну из самых масштабных атак за всю войну. Впоследствии Министерство обороны Украины подтвердило удар по ряду стратегических объектов Москвы и области. В частности, под огневое поражение впервые попали Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза Солнечногорская, и предприятия по производству микроэлектроники. Такие спецоперации имеют критическое значение для ослабления военного потенциала России. Поражение предприятий военно-промышленного комплекса, военной инфраструктуры и нефтелогистики снижает возможности России продолжать войну. Сегодня силы обороны Украины, наша служба безопасности Украины и наша разведка провели масштабную операцию в Московской области. Хорошая волна глубокого удара с нашей стороны. Расстояние до целей на этот раз составило более 500 километров, что важно, поскольку Московская область наиболее насыщена российскими средствами ПВО. Они наиболее эффективно защищают свою сферу влияния. Но украинские дальнобойные шаги уже преодолевают это. Как я говорил вчера, россиянам нужно думать о своих нефтеперерабатывающих заводах, своих нефтяных объектах, своих предприятиях, а не о том, как нарушить жизнь других народов в Украине, Молдове или любой другой соседней стране. Сегодня показатели активности показывают, что наши активные операции в сутки превышают операции россиян. И это очень серьезный результат. Мы увеличим все виды снабжения нашей армии: беспилотники, наземные роботы, снаряды, все ресурсы для обеспечения надлежащей защиты и наших активных операций на передовой. Российская пропаганда неожиданно задала острый вопрос спикеру Кремля Дмитрию Пескову о беспомощности России перед атаками украинских беспилотников, на которые он не смог дать прямого ответа. Песков стал уводить разговор в сторону и попытался успокоить россиян тем, что угрозы для существования страны пока нет. У людей возникает вопрос, я думаю, неизбежно. Но вот есть у нас эти мощные бомбы. И что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать. Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть и краеугольный камень в целом нашей национальной безопасности. Именно угроза существованию страны. Конечно. Министр здравоохранения Демократической Республики Конго Самуэль Роджер Камба посетил город Буня после объявления новой вспышки лихорадки Эбола в провинции Итури. Власти страны и гуманитарные организации усиливают меры реагирования. В регионе разворачивают лечебные центры, изолируют пациентов и отслеживают контакты заболевших. По данным Всемирной организации здравоохранения, вспышка уже признана чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения из-за угрозы распространения инфекции на соседние страны. В Итуре зарегистрированы десятки смертей, 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания и сотни подозреваемых случаев, а первые заражения уже выявлены в столице Уганды Кампале и в столице Конго Киншасе. ВОЗ рекомендовала странам региона усилить контроль на границах, создать центры экстренного реагирования и ограничить поездки для людей, контактировавших с инфицированными. Напомним, нынешняя вспышка вызвана редким штаммом вируса бундибугио, для которого пока не существует одобренных вакцин или лекарств. Эбола – смертельно опасное вирусное заболевание, впервые выявленное в Конго в 1976 году, и нынешняя вспышка стала уже 17-й в истории страны. Мы уже развернули ответные меры, и сегодня мы прибыли, чтобы завершить это дело. В частности, переброску материальных ресурсов, а также человеческих ресурсов из оперативного центра по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения. И сегодня утром мы привезли все палатки для обустройства лечебного центра. Мы знаем, что больницы уже перегружены из-за пациентов. Я хотел бы сообщить местному населению, что в данный момент у нас 59 пациентов, которые проходят активное лечение. Чем раньше мы примем пациента на лечение, тем раньше мы начнем его лечить, тем быстрее мы остановим распространение вируса. Это не мистическая болезнь. Дайте о себе знать, если есть симптомы. Вот что действительно важно. Лечение будет бесплатное. Приходите и лечитесь. Этого оборудования, безусловно, будет недостаточно. То, что мы сделали, это первоочередная мера реагирования. Мы выгрузили наши запасы из Киншасы и доставили их сюда. Мы готовим грузовой самолет С-130, который сейчас уже находится в Найроби, загружается на нашем складе в Найроби, а затем отправится в Киншасу, чтобы доставить дополнительное оборудование. Круизный лайнер «Хондиус» должен прибыть в понедельник в порт Роттердама после смертельной вспышки хантавируса на борту.
За время рейса, который начался в Аргентине 1 апреля, погибли 3 человека. Супружеская пара из Нидерландов и гражданка Германии. На судне остается ограниченное число членов экипажа, а также тело одной из погибших пассажирок. Власти нескольких европейских стран уже поместили на карантин пассажиров, экипаж и всех, кто контактировал с заболевшими. По данным специалистов, вспышка связана с редким вирусом АНТ, единственным штаммом хантавируса, который способен передаваться от человека к человеку при тесном контакте. Медики предупреждают, что вирус десятилетиями циркулирует в отдельных районах Аргентины и Чили. А нынешняя вспышка вызвала серьезную тревогу из-за риска дальнейшего распространения инфекции. В Софии певицу Дара встречали толпы поклонников после ее победы на конкурсе «Евровидение-2026». Болгарская артистка принесла своей стране первую в истории победу на песенном конкурсе с танцевальным треком «Бангаранга». В финале Дара набрала 516 баллов, опередив представителя Израиля, который занял 2 место. Третьей в итоговой таблице стала Румыния. Победителя определили по результатам зрительского голосования и оценок национальных жюри. По словам певицы, песня «Бангаранга» стала символом надежды и веры в лучшее на фоне войн, экономической нестабильности и неопределенности в мире. Вчера вечером мы были у друзей и вместе смотрели Евровидение. Безусловно, лучшим было выступление Дары. И мы все были очень взволнованы. Я немного поплакала. Я до сих пор не могу в это поверить. Я жду, когда увижу кубок, и тогда, я думаю, все изменится. Мы до сих пор полностью не осознали, что действительно победили. Я была так счастлива, потому что мы воплотили эту победу в жизнь. Мы втроем подарили Даре куклу, фигурку, изображающую ее с кубком в руках. И я так рада, что ей удалось побороться за эту награду и выиграть ее. Мы надеялись, что она победит, но не были очень уверены. И это счастье. Болгария уже заявила о намерении провести песенный конкурс «Евровидение-2027». Однако окончательное решение о проведении мероприятия остается неопределенным из-за финансовых ограничений. На фоне официальных заявлений вещателя БНТ появляются противоречивые сообщения относительно реальной способности страны принять масштабный конкурс. Страна может отказаться от проведения Евровидения из-за финансовых трудностей. Могут рассматривать альтернативные сценарии, в частности, возможное проведение конкурса в другой стране под эгидой Болгарии для уменьшения расходов. Нам нужно больше поддерживать всех исполнителей и людей, которые создают музыку и искусство в целом в Болгарии. Потому что у нас очень много талантливых людей, которым есть что показать. И им нужна ваша поддержка и вся ваша любовь, чтобы покорить мир. Мы исключительный народ, который только начинает получать все больше и больше внимания. Поэтому, как говорят, и бангаранга. Я видела, что здесь много детей. Эта победа очень много значит для меня, потому что именно им я могу показать, что все возможно. И тот факт, что вы из маленькой страны, ничего не значит, потому что мы можем, благодаря нашему упорному труду, нашим мечтам, нашим ежедневным усилиям, перевернуть весь мир с ног на голову. Мы доказали это вчера. Болгары верят, что можно достичь чего угодно. Мечтайте, работайте смело, и ваш упорный труд окупится. Безусловно, большое вам спасибо. В польском регионе Кашубия сотни католических паломников вновь собрались на один из самых необычных религиозных обрядов Европы – танец с феритронами. В лесистых холмах на севере Польши верующие пронесли огромные священные иконы к Голгофе в городе Вейхерово. Некоторые конструкции весят более 100 килограммов, однако паломники несут их пешком на протяжении многих километров. Главная особенность традиции – особый поклон феритронов перед алтарем под звуки оркестра. Участники ритмично наклоняют тяжелые иконы вперед, назад и в стороны, очерчивая в воздухе знак креста и круг. Со стороны это напоминает танец, хотя сами верующие называют происходящее молитвой и символическим поклоном Богу. Обряд существует уже около 350 лет и сохранился только в Кашубском этнокультурном регионе на севере Польши. Феритрон представляет собой двустороннюю выносную икону или скульптуру святого, закрепленную на деревянных шестах, которые обычно несут 4 человека. На одной стороне чаще всего изображают Богоматерь, а на другой — святого покровителя или библейский сюжет.
Несмотря на глубокое религиозное значение обряда, для некоторых зрителей происходящее выглядит слишком необычно и даже шокирующе. Однако для жителей Кашубии этот ритуал остается важной частью духовной и культурной традиции, которую здесь бережно сохраняют из поколения в поколение. Наш феритрон весит около 50 килограммов. Однако есть и такие феритроны, например, тот, что из Касцержины, который весит 120 килограммов. И управлять таким феритроном и танцевать с ним — это довольно сложная задача. Традиция поклонения с феритроном восходит к XVIII веку. И здесь, в этом поклонении, участвуют в основном холостяки и незамужние женщины, несущие изображения во время паломничеств и подобных церковных праздников, таких как праздник Тела Христова. Люди, которые видят этот танец впервые, воспринимают его не очень хорошо. Можно даже сказать, что они критикуют наше поведение, предполагая, что мы не уважаем Деву Марию и тому подобное. Но мы гордимся тем, что можем участвовать в таком важном событии. Мне очень нравится танец феритрона. Например, тот, что из Оливы — это Гданьский собор. Очень тяжелый, он весил 125 килограммов. Я так думаю. Да и все говорят, что больше 100 килограммов. Вот возьмите такую картину и размахивайте ею. Они кланяются из стороны в сторону, как будто делают ею крест. И в любом случае он очень тяжелый. А теперь он отреставрирован? Полностью отреставрирован. Он очень красивый. Скрытая инфракрасная камера запечатлела редкий момент, когда дикая большая панда несет своего детеныша через заснеженный лес в национальном природном заповеднике Чансен в провинции Шэньси на северо-западе Китая. На кадрах видно, как мать осторожно несет детеныша во рту, ненадолго останавливаясь, прежде чем продолжить путь по дикой местности. По оценкам экспертов, детенышу около 5 месяцев, он все еще сосет молоко и только начинает осваивать навыки выживания. Видеозапись дает редкую возможность увидеть раннее развитие диких больших панд в их естественной среде обитания.